Хозяюшки, хвалюсь, какие пирожки получились. Опа, посмотрите, как мягкие-мягкие, как пушок. Класс? Класс. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Так и хочется сказать, больше никакого дрожжевого теста. Полюбилось мне творожное тесто. На канале очень много рецептов. И печенье, и ватрушки, и пирожки. Сегодня я хочу показать, как пеку в духовке. Очень вкусные пирожки. Какие-то 20-30 минут и все готово. Герой нашего рецепта – творог. 250 граммов перекладываю в миску побольше. Пол чайной ложечки соли. Чайная ложечка сахара. Сюда же одно яйцо. Все ингредиенты, друзья, у меня из холодильника. Не нужно ничего выстаивать, выдерживать. Сюда же 2 столовые ложки сметаны. Сегодня все наводила на то, чтобы испечь эти пирожки. Также мне понадобится пол чайной ложечки соды, которую я погашу уксусом. У меня яблочный. Тоже где-то пол чайной ложечки. Перемешаю и сюда. Все хорошо перемешиваю вилкой. Прямо так растираю. Будут комочки, только вкуснее, уж поверьте. Так что без фанатизма. О, сода пошла в реакцию. Вот такая вот воздушная смесь получилась. Начинаю вводить муку. У меня здесь 200 граммов просеянной муки. Всю сразу добавлять не буду. Добавлю вот так вот. И начинаю замешивать тесто. Здесь тоже, хозяюшки, слишком долго меситься не нужно. Сейчас, как только все объединим, сразу и готово. Ручки немножко смочила в муке. И начинаю. Если сильно липнет, подбавляйте муку. Ну, хочу сказать, все 200 граммов у меня и ушли. Как только тесто собралось в общий ком, вот такое вот оно, такое нежное, мягкое, выкладываю его в пакет и убираю в холодильник. Ну а я займусь начинкой. Сковородку на огонь. Немного растительного масла, пусть греется. Беру луковицу и нарезаю на мелкий кубик. Можно сразу выкладывать в сковородку. Капелюшечку соли, пусть себе здесь жарится. А я сразу и кусочек моркови натру на крупной терке. Будет достаточно. Все прекрасно, друзья. Как только лук стал прозрачным, можно смело добавлять морковь. Перемешаю, пусть себе здесь все вместе обжаривается. А я пока и капусточку подотру. Кусочек такой, граммов 400, друзья. Все, идеально. Возьму нож и в нескольких местах порублю, чтобы было удобнее влаживать ее в пирожок. Следим, что здесь. Здесь тоже уже все прекрасно. Можно добавлять капусту. Аккуратненько, чтобы в сковородку. Перемешиваю и обжариваю 5-7 минут. Постоянно помешиваем. Нужно ее поджарить. Нагрев под сковородой сделаю чуть больше. Поехали. Перемешиваю. Как только капуста уменьшилась в объеме, добавляю, друзья, примерно полстакана томатного сока. Можно заменить на томатную пасту, а можно вообще ничего не добавлять. Тоже вкусно. Солю по вкусу. Примерно пол чайной ложечки соли. Перемешиваю. И еще буду тушить около 5-7 минут. А добавлю-ка я сразу 2 лавровых листа, черный молотый перчик. Пусть тут вместе все наслаждается, дружится, женится. Ой, дружные. Семья. Да, перчика побольше. Ну, еще тушим. Время от времени буду перемешивать. А чтобы было быстрее, можно накрыть крышечкой на несколько минуточек. Смотрим, что у нас здесь. Ух ты, какая красивая. А как она вкусно пахнет. Перемешиваю. Я уже вижу, друзья, что она у меня готова. Выключаю нагрев. Ну, а я, конечно же, попробую, друзья. Ну что, за повар, который не пробует то, что готовит. Правильно? Правильно. Вот. Просто идеально. Очень вкусно получилось. Класс. Ну, насыпай мне тарелочку. Я тебе оставлю, конечно же, на ужин. Пусть остывает. Начинка остыла, можно и духовку включить. 180 градусов, вверх-вниз. Достаем тесто. И начинаем лепить. Стол немножко присыплю мукой.
Достаю тесто. Ух, оно так охладилось. Стало таким плотненьким. Немножко раскатаю. Поделю пополам для удобства. Это назад в пакетик спрячу. А эту часть будем делить. Какие хочешь пирожки? Большие, маленькие? Средние. Красавчик, Сережка. Ну, давай вот такие вот. Чтобы были красивые, миниатюрные, да? Как и твоя жена. О. Красотка у меня жена. Так было приятно. Были с Сережкой в одном месте и встретила женщина. Бежит такая улыбка на лице. И я вас знаю. Вы, ух ты, кухня. Телефон показывает. Друзья, благодарю за то, что узнаете, подходите, фотографируетесь. И она такая меня обнимает, говорит: ой, вы такая маленькая. Оказывается, я в экране больше, чем в жизни. Так что вот так, друзья. Это для тех, кто говорит, что мне срочно нужно в спортзал. Все нормально со мной. Сережка, а тебе лучше камеру поменять, чтобы жена миниатюрнее в кадре смотрелась. Камера расширяет всего лишь. Да, камера расширяет немножко, друзья. Ну все, вернемся к пирожкам. Каждый кусочек обмакиваю в муку. Те сторонки, которые отрезались, они немножко липнут. Все же муки больше не добавляйте, чтобы тесто было нежнее. Беру лепешечку, разминаю рукой. Тесто мягенькое, приятное, вообще класс. Я просто от него, друзья, балдею. Остывшая начинка. Ну, побольше можно положить. Ну, побольше, пожалуйста, побольше, согласна. И слепляю краешки. Здесь, хозяюшки, все как по накатанной. Краешки нужно хорошо слепить. Руки по необходимости можно окунать в муку. Так немножко прижимаю. Вот такой вот пирожочек у меня получился. Хвостики оставлю, что-то новенькое. Выкладываю на противень с бумагой пергаментной. И продолжаю. Все очень просто и быстро. Остывшая начинка. И слепляю края. Из этого количества у меня получилось 15 пирожков. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Опа! Вверх-вниз. На 15-20 минут слежу. Как только подрумянятся, можно вынимать и наслаждаться. Тебе лайк. Ставьте лайки, друзья, за такой простой и быстрый рецепт. Поверьте, это очень вкусно и даже полезно, потому что в них практически нет муки. Видите, даже на коленях перед вами стою. Правду говорю. Сидим у духовки, ждем пирожки. Так вкусно пахнет. И Лаки со мной, да, Лаки? Пахнет. Присаживайся. Поближе к пирожкам. Молодец, прямо. хорош. В моей духовке пирожки провели ровно 15 минут. Смотрим, что у нас здесь. Ой, посмотрите. Ух ты. Прекрасно подрумянились. Красивые? Хозяюшки, хвалюсь, какие пирожки получились. Опа, посмотрите, как мягкие-мягкие. Как пушок. Класс? Класс. Ну что, беру. Красивенько пропеклись. Разламываем. И смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь вкуснота и полезность. Это моя половинка. Пожалуйста, я уже один съела на нычку. Получилось-то 15 штук, а у нас тут 14. Я уже съела. Вкусно, очень вкусно. Эти пирожки хороши и с вишней, и с творогом. Творожное с творогом. Но они просто вкусные. Я даже печеньки с этого теста делаю, просто печеньки на сковороде. Все ссылочки на видео я оставлю в описании. Попробуйте, вкусно. Ну, а я пожелаю всем мирного неба и вкусной еды. Да, запрячу, чтобы больше казалось. Вкусно. Благодарю тебя, Солнышко, за такие вкусняшки, которые ты мне готовишь. Пожалуйста, это ты наших подписчиков благодари, за хозяюшек, которые делятся рецептами, подсказывают, исправляют, дополняют. Я вас благодарю от души. И я вас благодарю за эти вкусняшки, хорошие идеи. Целую и обнимаю. Сережка, полный рот у тебя. Все, давай обедать. Уже есть хочется? Давай. Молодец, хороший. Пахнет, да, мама пахнет. Сядь, сказала. Сидеть. Лапу дай. Молодец, видишь? Мы научились многому уже. А миску принесешь? Неси, молодец. Вот так, принес миску. Сядь спокойно, сядь. Успокойся. Сидеть.
Сидеть. Бери. Бери. И уже и молоко пил, и творог ел, и кашу свою ел, и корм свой ел. Уже 5 часов он уже 5 раз ел, и все равно. Давай пирожки посмотрим. Да, Все, Лаки, миску твою убираю, руки мою.